Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю сразу 3 великолепных рулета из тонкого лаваша. Эффектные, нарядные и с совершенно разными вкусами. Такой формат идеально подходит для праздничного стола. Смотрится невероятно эффектно, готовится просто и какие же они вкусные. Каждый рулет со своим характером, цветом и настроением. Рулет тропический куриный с легкой сладостью ананаса. Рулет мимоза в лаваше. Любимая классика превращается в удобную закуску. И, наверное, самый эффектный рулет гранатовый блеск. Орехи, чернослив и свекла. И, конечно, напишите в комментариях, какой рулет по вкусу вам понравился больше. Для тропического рулета мне понадобится отварную курицу порежу небольшими кубиками. Если хотите, ее можно даже просто разобрать на волокна, как вам удобно. Ананас также порежу кубиками. Конечно, для рецепта можно использовать консервированный ананас, но у меня так много продается свежих ананасов, что, конечно, я использую свежий. Если будете использовать консервированный ананас, конечно, надо убрать лишнюю влагу. Хорошо промокните кусочки бумажным полотенцем. Листики салата можно либо порезать, либо просто выложить их на лаваш. Я немного их порежу, мне кажется, так удобнее. Я использую салат айсберг. Можно брать любой листовой салат. Застилаю стол пищевой пленкой. Сверху выкладываю лаваш. Я выкладываю стороной, которая не такая красивая. Красивую оставляю снаружи. Кстати, этот лаваш я пекла в духовке. И как это сделать, вот такой красивый тонкий лаваш, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Это очень просто. Смазываю майонезом. И первым слоем я выложу сыр. Натру его на мелкой терке. Натираю прямо на лаваш, мне так удобнее. Я использую сыр моцарелла. Можно использовать любой твердый сыр, какой вы хотите. Распределяю. Я слегка не дохожу до края. Слой сыра промазываю майонезом. Можно слегка прижать ложкой. Вообще, конечно, закуски в лаваше делать очень удобно. И это всегда нарядно. Сверху выкладываю салат. Листики немного прижимаю. Теперь выкладываю кусочки курицы. Курицу я варила в подсоленной воде, поэтому я ее не солю, но добавлю немного черного перца. Промазываю майонезом. Теперь сверху выкладываю ананас. Лаваш заворачиваю в пленку и хорошо закрываю края. Теперь отправляю в холодильник минимум на полчаса, чтобы хорошо все пропиталось. Для рулета мимоза мне понадобится на пленку выкладываю лаваш. Промазываю его майонезом. На мелкой терке натираю сыр. Сверху майонез. Все прижимаю. Так, конечно, начинка будет лучше держаться. Следующий слой – отварная морковь. Также натираю на мелкой терке. Также промазываю майонезом. Сейчас на мелкой терке натираю яйца. Аккуратненько распределяю. Майонез. И сверху выкладываю тунец. У меня тунец уже здесь размятый. Он не цельными кусочками. Поэтому я просто вот таким образом его выкладываю. Предварительно, конечно, слив жидкость. Уже смотрится очень красиво. Представляете, как это вкусно. Конечно, салат мимоза любимый многими салат на все времена. У меня на канале, кстати, есть очень вкусный салат мимоза слоеный. Заходите и посмотрите. Там очень красивое еще оформление. Рыбу можно поперчить. И сверху выкладываю порезанный мелко зеленый лучок. Чтобы лучше все держалось, немного проведу здесь такую полосочку из майонеза. И скручиваю все в плотненький рулет. Опять-таки помогаю себе пленкой. Этот рулетик также отправляю в холодильник. Для гранатового рулета мне понадобится
Обсушенные орехи слегка порублю. И также порежу чернослив. Конечно, сочетание свеклы, орехов и чернослива – это настоящая классика. Это всегда вкусно. Одну небольшую отварную свеклу натираю на мелкой терке. Снова застилаю стол пленкой. Выкладываю лаваш. Этот у меня самый румяненький. Смазываю его майонезом. Сверху натираю сыр. Распределяю и промазываю майонезом. Хорошо прижимаю. Следующий слой – это свекла. И здесь очень важно ее хорошо отжать, чтобы не было лишней влаги. И теперь свеклу аккуратно распределяю сверху и разравниваю. Немного майонеза. И сверху выкладываю орехи и чернослив. Сверху на мелкой терке натираю яйца. Немного майонеза. И сворачиваю рулет. Заворачиваю его в пленку. Все 3 рулета отправляю в холодильник примерно на час, а то и на 2, чтобы они хорошо пропитались и стабилизировались. Вообще очень удобно, что такую закуску можно приготовить заранее. Поставить в холодильник и перед подачей к столу все нарезали и подали. Быстро, красиво, удобно. Посмотрим, какие рулеты получились. Это рулет с курицей и ананасами. Разрезаю на порционные кусочки. Следующим разрежу рулет мимоза. Посмотрите, какой красивый получается в разрезе. И мне кажется, что именно благодаря морковке. Она такая яркая, сочная. Разрежу последний гранатовый со свеклой. Вот какой яркий, красивый получился. Если вы хотите, чтобы срез был красивым, обязательно протирайте каждый раз нож. Вот такие потрясающе красивые рулеты получились. И мне кажется, их даже не надо ничем украшать, потому что они сами получаются самым настоящим украшением. Обязательно их приготовьте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!